Всем привет, с вами снова IG Daily и конец года, и мы решили и вас поздравить, и подвести итоги года, что же все у нас получилось и что не получилось. Это видео будет заключительное в этом году. Традиционно многие подводят итоги года, но у нас они будут не про какие-то достигаторства, ведь далеко не все получается с первого раза, и далеко не все то, что мы запланировали на этот год, и у нас тоже получилось. Поэтому мы поделимся тем, что у нас получилось, что у нас не получилось, а где мы все еще находимся в пути к нашим целям. Да. Устраивайтесь поудобнее, наливайте чаек и добро пожаловать в это видео. Ну так, самая первая, наверное, очень большая такая глобальная цель у меня, как минимум, была на этот год, это найти новую работу. Тут я могу сказать, что не обошлось без сюрпризов. Было это очень сложно. Я ожидала, что найду новую работу намного быстрее. И в том числе наш переезд был в Констанц из-за того, что мы планировали найти работу в Швейцарии. Это заняло, как я уже упомянула, намного дольше времени, чем я планировала, но мне удалось все-таки завершить этот год подписанием рабочего контракта прям ровно перед Рождеством, чему я очень, конечно же, рада. Да. Второе, что у нас получилось наконец-таки сделать, это сделать наш новый мерч. То есть посмотрите, я думаю, что очень классно, не знаю, будет видно, не видно, но должно быть видно, да, и мы заморочились с этим, ну, еще дизайн, конечно же, не окончательный, и будем смотреть дальше, как это будет все развиваться, ну, то есть нам это очень нравится. Еще нам в голову пришла такая идея, то есть мы разыграем, даже не разыграем, мы просто подарим одну такую худи кому-то из вас. Пишите, пожалуйста, в комментариях, и мы выберем одного из вас. Еще не знаю, как, то ли у кого будет больше лайков, то ли у кого будет более классный комментарий, и отправим вам такую худи, или при встрече можем отдать. То есть у вас будет от нас такая худи. Она, кстати, очень хорошая по качеству, мягкая внутри. А кто только на нас подписался, да, мы здесь, или не подписался, зашел на это видео, мы живем в Германии, за границей 11 лет и рассказываем про нашу жизнь. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте колокольчики, чтобы не пропускать новые видео, а мы продолжаем. И вот что касается как раз YouTube-канала нашего, здесь я могу сказать, что наши ожидания, либо планы на этот год совсем, ну или не совсем исполнились. Мы ожидали, что мы вырастем за год больше и, возможно, будем снимать на более разнообразный формат видео. Но у нас есть так, как есть. У нас подписчиков набралось 1500 за этот год. Мы ожидали, что будет немного больше, но их меньше оказалось, чем мы планировали. Но самое важное, что мы продолжаем снимать. Мы продолжаем снимать наши видео, продолжаем радоваться всем вашим комментариям, отвечать на каждый комментарий. И вот как небольшое напоминание самим себе, что важно не только какой-то большой результат, но и эти небольшие, но постоянные шаги, которые ты делаешь на пути к какой-то своей цели, да. И вот для этого как раз-таки мы сделали эти худи с нашим логотипом и такой мотивирующими надписями просто для нас самих, как напоминание, что мы уже дальше, чем мы были, например, год назад с нашим каналом. С мотивирующими слоганами, да, так скажем. Точно. Так, что же у нас еще в этом году можем подвести из итогов? Ну, прежде всего, личный итог, это я опять начал дальше учебу, и я сдал на права на лодку, которая тоже, я не могу сказать, что я сильно много нервов потратил, на самом деле вообще было очень даже лайтово там все, как бы было, конечно, сложно, много материалов надо выучить было, но экзамен прошел, потому что очень хорошо подготовился, без всяких проблем. На лодке я еще не плавал, это мы оставили на следующий год, на весну, на лето, да, и посмотреть, не забуду ли я, как там вязать узлы, я уже некоторые забыл, да, и надо будет посмотреть, да, и что я могу водить. Водить я, в принципе, могу без ограничений чего-либо, ну, кроме коммерческих перевозок, но хотя коммерческие по Бодензе тоже имею право делать. Вот, это было одним из лучших достижений этого года, да, пока... Что еще могу сказать, на этот год мы планировали намного больше путешествовать, чем у нас вышло, да, мы, конечно, часто ездили на выходных куда-нибудь, и мы, наконец-то, выехали даже в Италию на выходных, на длинные выходные, скажем так, но я думала, что мы побываем там за год больше, чем один раз, хотя она у нас тут находится ближе всего в 350 километрах где-то от нашего дома, граница есть Швейцарии с Италией.
Вот, но все равно мы выехали, это плюс. Так что Да, но мы еще в этом в процессе были переезда, поиска работы, в таком подвешенном состоянии. Поэтому, да, скажем так, мы хотели в этом году, мы думали поехать на море, поехать туда, но мы потом решили, что мы пока останемся первый год на Боденском озере, потому что озеро огромное. а как море. Оно как море, и мы хотели просто посмотреть здесь с разных уголков его и насладиться в первый год полноценное, полное лето провести здесь и посмотреть. Мы, в принципе, как будто были в отпуске, никуда не ездили, да. Но это было неплохо. Также, чем я очень горжусь за этот год, это то, что я реанимировал мой второй канал автомобильный, про автомобильную тематику, мотоциклетную тематику. Несколько видео там вышло, и как и вышло на этом канале, но мы решили все-таки разделить эти два канала, здесь оставить наши видео про жизнь, а там все-таки отделить автомобильное. И очень рад я этому, довольно много видео получилось, при том, что начал я его делать, по-моему, летом, да, или когда там? Да. Вот с лета, да, и там уже, то есть, 1500 часов просмотров. То есть хорошо развиваться. Кто не знает, что это, да, в подписи к видео будет этот канал. Подписывайтесь, особенно мужчинам будет очень интересно, думаю, и весело. Наверняка каждый из вас тоже подводит итоги года. Если что-то не получается, что бы мы хотели сказать своим видео, да? Что иногда это не про провал какой-то, это просто означает, что вы двигаетесь, возможно, медленнее, возможно, это просто занимает больше времени. И этот год все равно дал начало для чего-то, и все равно стал вашей ступенькой на пути к вашей цели. И на следующий год положено тоже ставить новые какие-то цели, задачи перед собой. Но мы, наверное, хотели бы все-таки поставить не какие-то конкретные цели, а такие 3 принципа выделить, по которым мы хотим прожить следующий год, как минимум, да? Во-первых, это, конечно же, снова планировать, но оставлять какой-то зазор для своей гибкости, потому что, как показывает практика, жизнь непредсказуемая. И если что-то идет не по плану, то нужно просто менять эти самые планы и под них подстраиваться. Двигаться нужно вперед. Даже если кажется, что цель какая-то очень неподъемная, даже маленький шаг будет приближать вас обязательно на пути к этой самой вашей цели. Кажется, что никогда ты никуда не доберешься, например, такими этапами, но, как я сказала, важно здесь просто не останавливаться, а двигаться. Например, могу сказать по опыту поиска работы, например, здесь новой. Я думала, что сначала быстро очень найду, там за месяц-два, а потом, когда это начало затягиваться, и постоянно без конца резюме, собеседование, и все это было безрезультатно, оказалось, что я буквально никогда больше не найду эту работу, и опускались, конечно же, руки. Но именно вот это каждое отправленное резюме, каждое отправленное сообщение или проведенное собеседование приближали меня к тому работодателю, с которым я теперь очень рада начать новое сотрудничество, конечно же. И 3-й пункт – это сравнивать себя с самим же собой, а не с другими. Сейчас в социальных сетях очень много успешного успеха, очень много каких-то, все делятся суперскими результатами, итогами года, кто-то там купил себе яхты, машины, квартиры, дома и так далее. Но иногда это просто картинка, мы никогда не знаем, что стоит за ней. И очень важно быть лучше себя ровно год назад. Как мы сказали, например, с нашим каналом, в этом году, в конце года мы лучше, чем были в прошлом году с ним. У нас было тогда буквально там 2 да, всегда страшно начинать, и всегда стрёмно, когда вы там первое видео выложили, а там 50 просмотров или 200, и вы вообще не понимаете, когда вы придете к этой цифре и так далее. Также и было про наш переезд, много видео было снято про это, про поиск работы, мы также снимали видео. То есть у нас была цель, и цель была такая, что все-таки переехать именно на самый крайний юг Германии, чтобы работать в Швейцарии, ну то есть много причин. Изначально была цель такова, и уже она сбылась и начала сбываться. Также у нас была цель новая квартира на этот год уже. Она еще пока не сбылась. Цель переносится на следующий год. Цель переносится на следующий год. И следующий год
будет проще, потому что уже, я уверен, у вас так же самое, как и, например, у нас или у меня, что вы уже такой, блин, ну с этим годом уже все понятно, давайте следующий, уже с этим все ясно. Но много чего не сбылось, много, конечно, чего, что исполнилось, но еще предстоит длинный путь, который мы проходим, да, то есть как там у самурая нет дороги, только путь или наоборот. Это точно. Ну что, в конце пожелания для наших зрителей. Вы находитесь в любом случае на самом лучшем канале на YouTube, где мы рассказываем наши мотивирующие видео. То есть в наших видео мы рассказываем такую информацию, которую вы не найдете ни в чате GPT, ни в Гугле, нигде. Мы ее стараемся для вас собирать. Да, кто-то жалуется на слишком затянутые ролики, на слишком затянутые видео. На то есть причина. Мы не можем за 5 минут, как в ТикТоке, даже за 30 секунд изложить историю, которая длилась 10 лет. Или, например, как мы к этому пришли, рассказав это за 2 секунды. Это, нет такого. И мы очень надеемся, что все-таки новые зрители, они будут смотреть нас, будут слушать и вникать в каждое слово. То есть для нас это очень, очень важно. И вы прежде всего растете сами. Наши видео не обязательно смотреть, их можно просто поставить телефон, заниматься своими делами и слушать. Можете даже слушать на X2, хотя я, например, кстати, недавно в Threads прочитал, что многие, оказывается, люди смотрят фильмы и сериалы в X2, то есть в ускоренной скорости. Но мы так с женой пообщались, вроде как они это говорят, что эти люди, которые так делают, что для них слишком дорого их время, и вот они поэтому смотрят. Для меня фильм — это прежде всего искусство. Искусство, которое многие люди потратили туда много-много времени, много денег, много своих сил, и они преподносят это как искусство. То есть вы должны фильмом наслаждаться и слушать его. То есть каждое слово, каждая реплика, каждая пауза, да, как Джо говорил, но это... И задумался, да, то есть вот эти вот, например, сериал «Друзья», который мы пересматриваем очень часто, это один из самых наших любимых сериалов, и мы просто его смотрим и наслаждаемся каждой репликой, каждой улыбкой, каждым задумчивым лицом Джо и так далее. То есть это такие, то есть это им, мне кажется, не в плюс, они просто прожигают свою жизнь, хотят ее на быстрой скорости пройти, пробежать. Кстати, есть такой фильм с пультом по жизни, где у человека был пульт, и он мог, которые там некоторые моменты на паузу делать, некоторые там, вы находитесь на работу, раз этот день промотали и так далее. В конце получилось, что ничего не получилось, так и жизнь не работает. В этом случае так же самое, мы будем также выставлять повествовательные наши видео, формат останется, то есть это повествование на кухне, где мы будем пить наше любимое капучино, самое лучшее в городе. В каждом городе, где бы мы ни были. Кстати, да, это сложно найти вкусное кофе, но здесь его побольше, чем у нас было в Брауншвайге. То есть такой формат останется. Хотели бы мы почаще видеть все-таки некоторых наших друзей, которые к нам приезжают, и у них еще снять интервью. Что бы мы хотели пожелать все-таки в следующем году или уже в этом, я не знаю, когда это видео выйдет, может оно уже в следующем году выйдет, в 26-м или в конце этого года, но 31-го это видео точно не выйдет, скорее всего выйдет, наверное, когда все будут уже смотреть 1 числа. То есть мы желаем вам любви, счастья, удачи, чтобы все ваши мечты сбывались в этом новом 2026 году. Также вам поздравляем вас с Рождеством. Пускай в вашем сердце остается теплота, искренность и любовь к рядом находящимся людям. Я от себя хотела бы пожелать продолжать двигаться к своим целям, даже маленькими шагами, даже пусть какими-то зигзагами. И если вам будет казаться, что вы где-то запутались, идете не туда, не так быстро, как вы хотели, на самом деле все идет по плану. И потом, по прошествии какого-то времени, вы поймете, что это все так и должно было быть. Очень хочется пожелать, чтобы рядом с вами были люди, с которыми вы можете быть открытыми, можете быть самими собой. И, наверное, просто отстаньте от себя, отстаньте от этого достигаторства, не проматывайте свою жизнь на X2, старайтесь наслаждаться ею, наслаждаться каждым моментом, потому что наша жизнь очень
очень скоротечно и очень непредсказуемо. И, конечно же, спасибо за то, что были с нами весь этот год и смотрели наши видео, писали комментарии. Для нас это очень ценно, и мы вам за это очень благодарны. Да, для нас очень ценна была поддержка, что мы не зря снимаем эти видео. Нужна была обратная связь, отдача от вас. То есть мы даем вам, вы нам, и вместе мы развиваемся. Такова была идея, и она работает. Спасибо, что были с нами в 2025 году, и увидимся с вами в новом 2026 году. Да, и будут новые крутые видео, поэтому не переключайтесь, подписывайтесь и оставайтесь с нами. Спасибо. Пока! Пока.